Добрый день, друзья! Начинаем эксперимент с применением препарата Аминосил. В первом видео об этом препарате, которое вышло 2 недели назад, я вам рассказывала, как его выпускают, из чего он состоит. Если вам интересно, пройдите по ссылке, которая будет в правом верхнем углу экрана, и посмотрите. Я вам пообещала, что я начну эксперимент через 2 недели. Но это было связано с техническими сложностями. Муж пообещал сделать новый стеллаж. Да, он почти его закончил. Но пока я не установила туда все орхидеи, которые бы я хотела. И эксперимент будет проводиться не на 1 или даже 5 орхидеях, а на целом стеллаже. Там может быть 50 орхидей, а может быть и больше. Вот когда я их все установлю туда, тогда прямо около стеллажа вам расскажу, какие орхидеи будут там стоять. Но их будет объединять то, что они все отцвели или же не цвели в этом году. Будем смотреть после обработок аминосилом динамику роста орхидей. Оценим, зацветут ли они, или они будут хорошо расти, но не очень хорошо цвести. Эксперимент будет длиться примерно до следующего года. Я вам все расскажу. Ну а сейчас мы разведем препарат, и я полью 3 орхидеи, которые у меня находятся на столе. Но в процессе буду рассказывать именно про этот препарат. На сайте производителя написано, что нужно применять не на сухие корни орхидей, то есть поливать не сухую орхидею сухими корнями, а обязательно сначала сделать полив, а потом удобрять аминосилом. Нет, я так делать не буду, потому что постоянные мои зрители точно знают, что я поливаю орхидеи только когда у них просохнут корни. Когда у них просохли корни, это означает только одно, что орхидея готова вбирать в себя какой-то состав, будь то вода, будь то удобрение. Поэтому, конечно, я взяла орхидеи. С сухими корнями. Я не думаю, что можно обжечь корни этим препаратом. Это органика. И вред корням мы не нанесем. Вот такой состав. Производитель говорит о том, что осадка нет. Но я вижу небольшой осадок. Хотя он очень быстро растворяется. Есть небольшой осадок на донышке флакончика. Поэтому рекомендую вам все-таки вот так поболтать флакончик. Сейчас. Ричи, ты опять мешаешь. Ну сколько можно, Ричка? Опять надо играться. Отдай ему игрушку. Так я ее не забирал. Ну, я понимаю. Он принес мне и положил. На. Первое неудобство, которое я вижу. Нет мерного стаканчика. Препарат не дешевый. И изобретать какой-то мерный стаканчик в 5 мл, как в инструкции написано, 5 мл разводить на литр воды, но это не всегда удобно. Хорошо, что у меня есть такие мерные стаканчики, а у кого нет. То есть надо придумать какую-то емкость в 5 мл. Порекомендуем производителю обратить на это внимание. Даже более недорогие удобрения имеют такой мерный стаканчик на упаковке. Прямо закрываются вот этими мерными стаканчиками. Давайте как-то определимся, что же такое 5 мл. Так, открываем флакон. И очень многие говорят, что запах просто отвратительный. Сейчас понюхаем. Мы же представляем, что это органическое удобрение.
вернее, даже отдаем себе отчет. Ну, да, есть какой-то запах, но не такой, чтобы, ах, было настолько противно. Но это для меня. У каждого свои восприятия запаха. Поэтому кому-то это будет очень неприятно, а кому-то будет абсолютно все равно. Например, как мне. Так, 5 миллилитров на литр воды. Вот так немного нужно использовать на литр. Но хочу вам сказать, что химические удобрения, которыми я пользуюсь, они, может быть, не имеют запаха, когда я их развожу, но когда поливаю, сливаю, то в горшке тоже остается какой-то химический запах. Поэтому у всех это происходит по-разному. У всех все по-разному. Ох, так, забыла сделать то, что хотела, но давайте сделаем это по-другому. Я сейчас наберу сюда 5 миллилитров, пусть это будет вода. И перелью столовую ложку. У меня ложка не глубокая, но 5 миллилитров это почти столовая ложка. Ну, у кого нет мерного стаканчика, как это измерить? Можно шприцом, это даже более удобно. Но иногда и шприца не бывает. Раствор сразу готов к применению. Не забывайте, что вода должна быть от 28 до 32 градусов. Вода теплая. И как я всегда показываю, на 2 сантиметра ниже уровня грунта. Это первый. Литра, конечно, не хватит. Разведу еще литр сейчас. Сейчас разведу еще литр, и тогда, наверное, мне хватит. Просто хочу рассказать вам про орхидеи, которые я сейчас поливаю. Это орхидея желтый биглип, названия у него нет. Купила его позапрошлом году для того, чтобы спасти. Корней не было, цветы быстро орхидея сбросила, потом дорастила цветонос, я еще посмотрела на его цветение. Вот за это длительное время орхидея нарастила корни, но никак не хочет расти. Есть трещина в листе из точки роста. Она отлично держит тургор листьев, но не растет, не дает детку и до сих пор не начала растить новый лист. Поэтому посмотрим, может, удобрение ей поможет. Вторая орхидея – биглип легенда. Почему именно эту орхидею взяла вот для первого показа? У этой орхидеи, вот эту пересадку я показывала, корни только вверху, и все корни сантиметров 10, не более. Но меня здесь интересуют даже не корни, а вот эта детка, которая начала расти из спящей почки. Поможет ли этот препарат очень быстро вырастить корни на этой детке? И третья орхидея, которая в этом году просто отказалась цвести. Это мультифлора черный медведь. Она прекрасно наращивает корни, листья, но не цветет. Пусть она тоже участвует в этом эксперименте. Вот Семочка пришел. Просто молодец. Ты пришел.
сзади. И в третью орхидею я тоже наливаю раствор с аминосилом. Я наливаю медленно для того, чтобы керамзит не всплывал, потому что керамзит легче воды, и если наливать в горшок очень быстро воду, то керамзит начинает всплывать. Наливаю медленно, и керамзит не движется в горшке. Дам постоять орхидеям полчаса. Вы знаете, меня очень удивили комментарии под прошлым видео. Нам надоели эти фиолетовые коробочки, все блогеры кинулись рекламировать аминосил. Мне даже не то, что приятно или неприятно, мне просто непонятно. Вот действительно, много блогеров высказывают свое мнение, говорят о препарате. Вы можете составить свое представление об этом препарате. У кого-то получится, у кого-то не получится. Кто-то расскажет о том, как удобнее применять, какие получились результаты. У вас же будет море информации, и вы сами решите, нужно применять этот препарат или нет. Да, большое спасибо, кто написал, а я применяю такой препарат, разницы не почувствовала. Я тоже хочу сделать сразу еще один эксперимент. Те орхидеи, которые находятся позади меня, они не будут получать этого препарата. Только тот стеллаж с орхидеями, который находится в другой комнате. Мы тоже с вами сделаем такой эксперимент. Стоит нам переходить на применение аминосила или нет? Лучше растут или хуже? Все познается в сравнении. И, по-моему, это замечательно, что производитель этого препарата предоставил нам такую возможность рассказать вам о каких-то новинках, ведь они производят этот препарат на импортном оборудовании. И контроль процесса осуществляется автоматически. По-моему, это очень интересно. Ну, для меня, по крайней мере, это очень интересно. И, наверное, будет познавательно. Так вот эти орхидеи я буду поливать так, как поливаю всегда, с применением тех удобрений, которыми я пользуюсь всегда, а какая-то часть будет поливаться именно этим препаратом. Вот мы с вами и почувствуем разницу или не почувствуем. Многие написали, очень дорогой препарат, и я применяю другой препарат. Я не буду говорить его название. У него, кстати, название созвучно. Это так, на всякий случай. Я посмотрела его цену. И когда я пересчитала, у меня получилось, что тот препарат значительно дороже. В 2-3 раза, ну в разных магазинах он стоит по-разному, превышает стоимость аминосила. Да, там тоже прекрасные результаты, но там не хватает макроэлементов. А здесь полный набор именно макроэлементов. Есть азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы и еще кислоты. И это не просто кислоты, а кислоты, получающиеся именно в процессе ферментации органического сырья. И одно очень важное, я считаю, что это просто замечательно, что производитель это написал на упаковке, что раствор используется только один раз для одного горшка и потом сливается. Вот я хочу вам объяснить, почему производитель на это обратил ваше внимание. Потому что с водой, будь она с удобрением, будь она просто вода. Я как-то объясняла, что я тоже поливную воду использую только один раз.
Почему? На корнях орхидеи могут быть какие-то повреждения. Во время полива, если есть какой-то слом корня, а орхидея может быть чем-то больна, но не показывать этого. Например, вирусное заболевание. Его распознать очень сложно. Орхидея с вирусным заболеванием может жить очень долго, и внешне это не будет видно. Но это есть. И с поливом, с водой, с поливной водой вы можете это вирусное заболевание передать другому растению. Ну а самое простое – это подуры, которые практически всегда есть в горшке и в коре, и в керамзите, просто их в коре может быть большая популяция, в керамзите меньшая популяция. И когда вы сливаете воду, когда вода прозрачная, можно подур не заметить. Но когда вода темная, вы прямо увидите, что есть подуры на поверхности воды. И просто со следующим поливом вы передаете эти подуры следующему растению. Вот этого, конечно, делать не стоит. И не только это подуры, это могут быть панцирные клещи, которые живут тоже в грунте. В моих орхидеях нет панцирных клещей, а подуры, конечно, есть. Вот эти нюансы просто нужно знать для того, чтобы стараться не использовать воду повторно. Я понимаю, что это, может быть, для кого-то это дорого. Потому что вода фильтрованная или кипяченая. Но, вы знаете, наши орхидеи, они тоже не дешевые. И уход за ними тоже может быть дорогой. Но выбираем мы всегда для них все самое лучшее, потому что все орхоманы безумно любят свои цветы. Через 30 минут я вылью раствор из горшков и поставлю на то же место, где они и стояли, на новой полке. А через 2 недели расскажу вам, есть какие-то результаты или нет. Но я думаю, что первые результаты появятся через месяц. Но мы с вами будем обязательно за этим наблюдать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Для себя и своих любимых растений я выбираю только органические витамины. Я выбираю Аминосил – уникальный комплекс, сочетающий в себе множество аминокислот, макро- и микроэлементов.